Что он в руке сжимает? Это склянка? Он, значит, отравился? Ах, злодей. Все выпил сам, а мне и не оставил? Наверное, яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую. И в этом подкрепление смерть найду. Какие теплые. Пора кончать. Ну вот кинжал, по счастью. Будь здесь, а я умою. Такой кривой и ржавый, с мужчиной вот с таким ножом нас обвенчал Лоренцо. Себя должна я заколоть. Железкой недостойно быть на свалке. Позор, бесчестие, перед смертным ложем. Я по твоим мечам, затмившую луну, в красивом платье, в дорогих каменьях, таким кощунством над Анделем, должна быть сожжена? О, горе мне! Ведь роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. А эта штука пахнет свинским хлебом. И им же пахнет тот, кто это носит. Теперь я поняла, что было ядом. Тебя убить был должен стыд за это. Мужчины, имя вам долбие. Я понимаю, что все фломастеры по вкусу разные, но, блин, ну, надо же делать исторические реплики. Ну, а что, ни одного кованого, хочешь сказать, не найдено? Ну, какие-нибудь кривулины да есть. Вот ее и сделаем. А, да, и источник героя третий меч Архангела, да? Почему нет? Я пару отсылок придумаю на эту тему. Ну вот, мы не успели шуткануть, что в этой серии будет меч, как кто-то пришел. Здравствуйте. Карнавал проходит не здесь, возможно, вы ошиблись адресом. Что есть любовь? Безумие от угая, игра огнем, ведущая к пожару. Моя любовь взыскует смертью моей, ведь уми мой Ромео. Хотя, как оказалось, его клинок был крив, ужасен, мерзок. Теперь я гордо уметь должна. Скуй мне клинок, кузнец, вошел, чтоб в тело, как сердце в сердце любящих ложится. И чтоб с моим нарядом сочетался, чтоб я красиво предстала перед Богом. Прекрасное не требует прикрас. Себе назначит цену только нищий. Скажите цену, я отдам любую за истинный клинок, достойный смерти. Красавица, луна перед тобою, как твой Ромео рядом со Сталлоне. Неужто вместо снега к нам солнечное лето заглянуло? Твой взгляд опасней 20 кинжалов. От слов твоих теплеет на душе и хочется ковать. Ведь нет чудесней, чем дева, понимающая сталь. Твое желание с радостью исполним. Клинок скуем, во всем тебя достойный. Ну что же я держу здесь на пороге тебя, в то время как хочу тебя я чаем отогреть. Пойдем, у нас есть чаечек, пирожки вкусные, погреешься. Так, ты что тут делаешь? Короче, у нас есть заказ от особо утонченной, стихами разговаривающей. Желает она, видите ли, клиночек, чтобы самовыпилиться рядом с любимым. И платье у нее странное, века так 14-го, но не реконструкция, походу. Наверное, я знаю, что ей нужно. Отличная есть идея. Всем привет, с вами Кузница Велнда, меня зовут Антон, его по-прежнему зовут Аскель, и сегодня мы будем делать мизерикордию.
В современном мире мизерикордией называют 3 типа клинков. Начнем с самого далекого от рыцарской реальности – стилета. Тоненькая итальянская штучка, очень узкая, с 3 или 4 гранями, но без лезвий, доходящая до толщины и применимости шпильки. Появляется аж в 16 веке и является на самом деле отдаленным потомком мизерикордии. Хотя во всех постановках, начиная с шекспировских времен, Джульетта пытается заколоться именно стилетом. В общем, штука изящная, элегантная, всепогодная, как зонтик. И в целом легко заменяемая нашей простой однозубой вилкой во всех своих применениях. Далее, под понятием мизерикордии, пытаются подставить кинжалы с лезвиями. И таки нет, господа, либо режущая кромка, и тогда это базилярд, квилон, баллок, либо хорошая пробивающая способность, и тогда это наш ударный клинок мизерикордия. Рыцарикол, то есть рондель, кинжал с 4 или 3 гранями. Рондель появляется на рубеже 13-14 веков, в времена крестовых походов и борьбы за престол во всех европейских странах. Отличительной особенностью кинжала рондель является характерная круглая гарда и навершие рукояти такой же формы. Отсюда и название кинжала, поскольку ронд по-французски и раунд по-английски – круг. Гарда такого типа очень надежно защищала руку и кисть. Рондель относится к рыцарскому вооружению и является собой как раз идеальный образчик клинка милосердия. Служит в качестве дополнительного холодного оружия к основному боевому мечу и предназначен для прокалывания кольчуги и добивания противника. Собственно, мизерикордия так и переводится – милосердие. Пощада, клинок милосердия. И да, если вам кажется, что в этом всем есть что-то милосердное, особенно если мы говорим не о враге, а о соратнике, просто пересмотрите наш фильм про Моргенштерн и подумайте, захотите ли вы выжить после прямого попадания такой утренней звездочки в ваше едало. Ну и с учетом, что лечить вас будут молитвами и кровопусканием. Но еще это клинок чести. В смысле, спросите вы? В смысле, когда враг или соратник достаточно беден, чтобы не быть выкупленным родными, то дабы не обрекать его на позор вечного плена и рабства. Да-да, вы правильно понимаете. С тех времен даже специальный термин образовался – coup de grâce – удар милосердия. Помимо военного предназначения, рондели являлись модным статусным оружием самообороны, которыми старались обзавестись все более-менее обеспеченные люди. И исторически у нашего Ромео XIV века, к которому и относятся времена, описанные Шекспиром, должен был быть на поясе как раз годный рондель. Ты со старичкой уже закончил? Да, а ты что тут делаешь? Да так, освежаю в памяти приключения былых времен. Да ладно. Если цинично посмотреть, просто грустная история двух влюбленных детишек. Совсем не обязательно, тут же не только про отношения, тут и гильдии, и битвы, и задания, и графика отличная. Погоди, ты сейчас про что? Так это, про Perfect World. Теперь это знаменитая игра, полюбившаяся такому количеству игроков, доступная и на мобильных телефонах. При этом сделана она качественно и красиво, давая возможность настраивать графику под любые аппараты. Да и сам мир игры перенесен в мобильную версию максимально бережно, сохранив возможности кастомизации и развития персонажа, огромную территорию с кучей локаций и качественной боевкой. А самое главное, адекватный интерфейс, система обучения и интересная прокачка делают игру увлекательной не только для мамонтов, но и для новичков. Как видишь, сам попробовал, да и залип. Особенно радует толковое обновление. Оно добавило в игру не только контент, но и механики типа реинкарнации, постройки дома, голосового чата внутри гильдии. Так что разработчики прям расстарались. Значит, прям рекомендуешь? Ага. И мне, и зрителям? А то. И ссылочку в описании оставим. Конечно, оставим. Нам для своих ничего не жалко. Жалко только, если они не перейдут. Ведь каждый переход помогает нашему каналу. А у нас уже чай заканчивается. Да, за чай особенно обидно. Ладно, пошли работать. Люди хотят хлеба и зрелищ. Ладно, идем. Лезвие нашего клинка мы решили сделать пакетным. Для этого мы возьмем сталь У10 и ХВГ. Я думаю, получится симпатично. Внимание, чертеж.
Она снова закончилась, Аскель. Я знаю место, где ее можно добыть. Черт побери! Что с рукой? Контрабанда. А нас не привлекут за безакциз. Пакет для нашего клинка откован. Осталось его заторсировать для того, чтобы придать определенный узор нашему прямослойному пакету. И, кстати, если вы внимательно следили за видео, то наверняка сможете написать в комментариях, сколько же здесь слоев в данный момент. Мы заторсировали пакет, после чего Антон сбил грани, для того, чтобы при последующей слесарке выявить большее количество переплетений узора.
Сейчас наша задача придать паковке финальный вид, то есть выровнять грани и оттянуть хвостовик. Паковка готова. Сейчас надо ее в грубую отслесарить, то есть согнать плоскости, заточить конец и выровнять плечики. После чего мы приступим к закалке. Наш клинок остыл, и сейчас надо его отшлифовать при помощи наших шкурочек, после чего зафинишировать липучками. Клинок отшлифован, и теперь пора показать миру красоту его узора. Для того, чтобы сделать деревянную резную рукоять, нужен специалист. Благо, у нас в мастерской такой есть. И сейчас я вас познакомлю с Андреем, который ее и сделает. Андрюх, для тебя есть работенка. Надо сделать витую рукоять из дерева. Все понял? Отлично. А пока Андрюха делает рукоять, мы займемся гардой и навершием.
Набор нашего клинка представляет собой две шайбы. Одна является тыльником, другая является больстером. Для того, чтобы ее сделать, сначала на листе мы накернились, сейчас штангелем обведем круг, после чего вырежем его болгаркой и обработаем до ровности на гриндере. Данные детали необходимы для того, чтобы защитить руку при использовании клинка. Итак, настает момент, чтобы собрать больстер и тыльник. Мы скрутили латунную полосу и сточили одну из граней. Сейчас она прилегает к нашему больстеру, и мы ее припаяем. Впереди праздники, и у нас есть отличное средство для того, чтобы порадовать любимых, не используя специальные порошки и самовыпиливание. Подарите ей или ему сердце, и свое сердце, и его кованое воплощение. Это гораздо гигиеничнее, чем вырезать его из груди. Вилочки и ложечки с сердечками украсят любой стол. Шпилька в волосы не только подчеркнет вашу прическу, но и послужит писалом-стилусом для любой поверхности. Особенно для тех, кто не сможет удержаться и не написать «Саша плюс Маша» на любой скамейке. А кулон сердца нашей уникальной серии «Стольгер» со стеклом и дамаском подчеркнет и нежную хрупкость вашей возлюбленной, и необоримую силу, равную дамаску, присущую каждой истинной женщине. И главное, даст ей понять, что она может вам доверять, ведь вы-то разбираетесь в настоящих сталях. Мужик, я ни хера не понял, что ты сказал мне. Но ты мне близок. Ты заговорил и достучался до сердца. Что, нравится? Да, я тоже хочу уметь так. Ну так, может быть, отложишь свои планы? Мы тебя всему научим. А как же мой email? Мы что-нибудь придумаем. Работаем, пока сторож не пришел. Красиво парень ушел. Аскель, но ведь по весне снег растает. Да, но это будет проблема весеннего Аскеля. Ну, тоже вариант. Ладно, пойдем работать.
Почтеннейшие граждане Ютуба, сегодня мы вам дали представление о ковке. Антон? Ах, да, простите. Спасибо за просмотр, спасибо, что подписались, поставили лайк. Не забудьте написать комментарий, что нам сделать в следующий раз. А также, если хотите поддержать наш проект, вы найдете все ссылки в описании о том, как приобрести наши изделия. Ну и не забывайте донатить. Всем до встречи, пока-пока. Ведь нету повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте.